банальность зла. Наше все. Вот слушайте его и плачьте. Вот только лажа. Рушится мир. На самом деле мне нравилось только Колизей, понимаете, рушится. И в этот момент он делает такой смертельный рывок. Здравствуйте, мои друзья! Вы на канале Иль Каноны. С вами я, Марина Аршинова. Говорить мы будем о музыке классической, о ее интерпретациях и интерпретаторах. А сегодня мы поговорим о Вильгельме Фуртвенглере и о его интерпретации шестой патетической симфонии Чайковского. Итак, что мы имеем? Как Фуртвенглер интерпретирует патетическую симфонию? Вот первые же звуки вступления, они сразу вас моментально отсылают к оперному речитативу. Это удивительно. И затем начинающаяся главная партия, да, вот я вдруг впервые, ну то есть я это знала и понимала, но вот я впервые осознала, вот знаете, вот это в русских, особенно операх, система лейтмотивов. То есть один мотив здесь, и он повторяется там. Вот эту вот систему лейтмотива, он тут же вот как бы отступление. Понимаете, вот это абсолютно оперный такой прием, да, который Чайковский очень часто использовал в своих операх, да, и Римский-Корсаков использовал. Вообще вот эти лейтмотивы нас долбили, нас учили там на литературе, эти лейтмотивы. Короче говоря, вот, сразу, понимаете, какая-то отсылка к опере, к лейтмотивам, к вокальным речитативам, вот, и, конечно же, сразу такое к пиковой даме. Аналогия, да, си минор, да, вот пиковая дама, сцена у канавки в си миноре, в общем, тоже вот эти вот последние, да, сочинения Чайковского, полные трагизма. Но вот шестая симфония у Фуртвенглера, она абсолютно как бы решена в таком, первая часть, да, она абсолютно решена в оперном ключе. Здесь гораздо меньше концепции, да, вот если у Кристиана Тилемана это вообще вот одна концепция, да. У Фуртвенглера это не концептуальное развитие, да, а это скорее оперное развитие, драматургическое развитие. Я все с этим так начала думать, о чем отличается оперное развитие от симфонического развития. Да. Вот, если у вас есть какие-то мысли на этот счет, да, напишите мне интересно. Вот, я думала, о чем вот они отличаются, и пришла к выводу, что оперное развитие, ну, это театральное развитие, да, драматургическое развитие, а симфоническое развитие – это такая война, да, это война, то есть где нет ни одного, так сказать, такого, знаете, ненапряженного момента, где все играет вот на вот эти военные действия. Это в опере можно проспать 35 минут и проснуться там на какую-то арию, да, потом снова заснуть. А в симфонии такого не бывает. Там постоянно идет такое напряженное такое вот развитие во всех, как бы, во всех аспектах музыкальной ткани. Вот. И вот этой напряженности, вот этой вот колоссальной напряженности, которую держит Телеман, которую держит Кирилл Петренко, вот этой напряженности, вот я бы сказала, что вот этого напряга, да, я бы не сказала, что я слышу его у Фуртвенглера, напротив, я слышу очень такой свободный, вокальный, такое вот голосовое такое вот начало, очень естественное, но вообще естественность для Фуртвенглера это его фишка, да, про него говорили, что, и я с этим совершенно согласна, что он интерпретировал, играл музыку так, как будто сам ее сочинил. Понимаете, вот это очень точное описание. Он играл так, как будто он сам ее сочинил. Вернемся в начало того, о чем я вам начала рассказывать, да, когда я сказала о том, что это вот foundations, основы, да, интерпретации. Почему? Потому что именно Фуртвенглеру удалось создать ощущение, вообще Рахманинов ведь он тоже, да, дирижировал и исполнял свои собственные произведения. Вот. Это вот как бы такой был период вот наших таких праотцов, да, исполнителей, которые исполняли произведения либо свои, либо они их исполняли так, как будто они свои, понимаете, да, Рихард Штраус там исполнял свои сочинения.
То есть это было время, да, начало 20 века, 20-е, 30-е годы, когда живы были великие композиторы, и они же исполняли свою музыку. И Фуртвенглер, исполняя не свою музыку, а музыку Чайковского, тем не менее, абсолютно исполняет ее вот с таким ощущением, как будто это вот его детище. И он сразу попадает, знаете, вот из сердца в сердце, что называется, да, вот слова, идущие из сердца, попадают в сердце. Он никуда не торопится. Вот помните, я говорила про Тилемана, что у него, значит, у него стретто все время сжатие, все время сжимает материал, сжимает. А Фуртвенглер как будто разглаживает, понимаете, вот еще разгладить, вот еще вот так вот тут вот. И такое ощущение, что у него должна симфония длиться, ну, в 2 раза дольше, чем исполнение Тилемана. На самом деле там разница, не знаю, минута, то есть, ну, несущественно, да. То есть как вот время по-разному течет. Вообще вот музыка — это, как нас учили, искусство, которое разворачивается во времени, да. Вот. И как по-разному течет время. Вот если вы будете слушать одну и другую запись, подумайте о том, как по-разному течет время. Время течет в исполнении Фуртвенглера совершенно особенным образом. Он действительно нас на какую-то вот планету свою уносит. Вот. У него нет никакого фетишизма, как у Тилемана, да, увлечения какими-то маленькими кларнетовыми там какими-то бульками, да, или какими-то эффектами, вот, которых у Тилемана очень много. Вот, ничего такого нет вообще совершенно, да, вот такое вот бескрайнее вот такое вот течение времени, течение жизни. И вообще, вот как бы если я говорила про Тилемана, что там нет слез, то тут вот слезы градом просто, понимаете, градом. Это вот такое эмоционально, знаете, вот облегчающий такой опыт, понимаете, вот слушайте Фуртвенглер, вот слушайте его и плачьте, вот слушайте и плачьте, понимаете, нет ничего лучше, чем слушать Фуртвенглера в этом смысле, да, у него огромная душа, огромная, понимаете, вот, ну, например, вот Кирилл Петренко, у него тоже, я думаю, большая душа, вот, судя по всему, он человек большой души, но он человек 21 века, очень дискретный, очень автономный, да, очень закрытый, очень оберегающий, да, свою приватность, очень дистантный. Вот. Фуртвенглер совсем другой. У него прям вот огромная душа, которая вмещает вот все наши души, да, вот когда он исполняет музыку, вот кажется, что вот то, как чувствую я, вы, вот они все, да, вот он вмещает вот как бы все эти, вот говорят, что вот первый человек, Адам, значит, вот он вмещал души всех людей, которые потом родились и существуют, да, также я позволю себе такое сравнение, да, также и Фуртвенглер, он как будто бы вместил вот все души всех музыкантов, всех слушателей, всех, кто внимает музыке. Вот. И отсюда вот какой-то объем, невероятный объем, спектр звучания, который он создает, такое ощущение, что вибрирует пол, вибрируют стены, вибрирует потолок, вот все вообще. Причем поймите такую вещь, оркестр во времена Фуртвенглера и оркестр сейчас, ну, это все равно, что, знаете, сравнивать iPhone с телефоном, там, не знаю, 40-х годов, да, дребезжащим, который висел там в коридоре, там был спарен еще с 30 номерами и так далее. Сегодня оркестры — это технологичные машины, да, в которых работают потрясающие музыканты, каждый из которых может играть соло. Да, то есть уровень оркестров невероятно высок, технический их уровень просто вот невероятен. Да. Я имею в виду, конечно, лучший оркестр сегодня. Вот, и далеко не всякий дирижер соответствует уровню этого оркестра, соответствует уровню солистов этого оркестра. Часто уровень солистов оркестра выше, чем музыкантский уровень и уровень таланта дирижера, который встает за дирижерский пульт. Тогда все было по-другому. Тогда, конечно, оркестры были не на такой высоте. И вообще вот в этой записи там столько лажи, знаете, как говорят музыканты, да, и пиццикаты не вместе. И штрих там в Скерцо в третьей части, там черт знает какой. Вообще еле они там что-то выгребают. Что-то неважно, понимаете? Вот тоже какое-то волшебство, да. Потому что
что-то происходит в интерпретации Фуртвенглера, что вот все эти вещи, за которые вот мы столько бились, да, столько десятилетий, да, вся музыкальная индустрия вот столько билась вот за это совершенство, чтобы получить вот этот совершенный продукт, и вдруг это вот становится не так важно. Вот, и волторны там у него киксуют, и в общем, ад, понимаете, просто в оркестре ад. Я не знаю, он, наверное, инфаркт получал, да, каждый раз, потому что для дирижера это очень-очень тяжело и болезненно, когда в оркестре какая-то лажа начинается. Дирижер очень нервничает, естественно. От него тут ничего не зависит, да, вот возьмется ноту волторнист или не возьмется. Это очень большой такой психологический напряг. Вот. Да. Значит, вот вторая часть, да, вот вспомните, вторая часть, Кирилл Петренко про нее говорил, что это вот такая вот ретроспекция, такое воспоминание о Бале, да, воспоминание о Бале, ну, вот как в Травиате, помните, я приводила пример с Травиатой, да, вот она умирает и вспоминает. А Петренко, да, вот он говорил, что вторая часть, это вот тоже такое воспоминание, человек вспоминает свою жизнь, он вспоминает вот такие первые балы, там, юности и так далее. Вот. Ну, и вроде как вальсок такой, да, ну, вальсок, ну как, ну, вальсок вообще на 3/4, а здесь 5/4, не совсем такой типичный вальсок. Ну, все равно, как бы, да, по характеру, по всему он похож на такой, да. А у Фуртвенглера тут вообще совершенно другая вот история, но рисуется такая бескрайняя картина природы, вот тоже никуда он не торопится, он так вот это все разворачивает, понимаете? Так вот это ведет, понимаете, такая вот прелесть в этом, такая музыкальность, такое естество, никакой концепции, вообще никакой, просто очень красиво. И вот знаете, в самом конце, вот кто тут слухачи, да, вот я вам просто такую наводку даю. Смотрите, вот последний аккорд, вот это в записи 51 года, последний аккорд, который он берет, ми бемоль мажор, да, ми бемоль, соль, си бемоль, ми бемоль, да. Он, значит, терцию, эту соль, си бемоль, да, выделяет, ну, повыше, да, как бы, да, чтобы она была позвучнее, да, и постепенно у него, значит, вот загорается верхний ми бемоль, но он загорается как таким отраженным светом, да, он светит от баса. Вот это то, что называется слух дирижера. Это то, что я сама бы вот не смогла себе представить, да, но то, что я слышу, это то, что мне дает слышать дирижер, то, что он услышал, то, что он сделал в оркестре, и я это слышу, это потрясающе. Это слух дирижера. Вот это невозможно симулировать, понимаете? Дирижер может симулировать все, что угодно, да, вот темперамент он может симулировать, там, не знаю, харизму, креативность, все что угодно. А вот слух он не может симулировать. Если он не слышит, то он никогда вот такой аккорд вам не построит. Вот. И все великие дирижеры, они прежде всего иначе слышат. Они нам показывают особую красоту, да, вот этой вот оркестровой ткани. Вот. Третья часть, да, вот тут как бы там просто конкретно технические проблемы в оркестре есть, да, вот в третьей части. Вот, и если у Тилемана это прям, знаете, такой ритм танковой дивизии, да, такой абсолютно вооруженный до зубов, идеального, так сказать, качества, оснащенности, да, и такая давящая такая вот махина, армия, вот, то здесь, конечно, нету ничего такого, но перед кульминацией, вот тут вот начинаются такие странные вещи. Перед кульминацией он подвешивает такую цезуру, он делает такое ретардандо, такое ралентандо, он так все расширяет и подвешивает огромную, напряженнейшую цезуру. И когда вот он начинает вот эту вот кульминацию, да, вот это вот уже как бы в кульминационном, да, вот, значит, фортиссимо, рушится мир, понимаете, там абсолютно рушится мир уже, понимаете, вот, что он устраивает вот в этой кульминации, да, вот со всей лажей в оркестре, которые есть, вот вроде как, да, и тем не менее вот из этих подручных средств он выстраивает пантеон греческий, опять я вот как бы на античность меня куда-то сносит, и он выстраивает вот просто вот этот вот, просто какую-то колоссальную вот эту вот кульминацию, вот, понимаете, вот, я хочу сказать, знаете, вот,
в отношении Тилемана, там вот в 4-й части один момент был, да, про который там был вот один момент, который мне напомнил. В стихотворении у Быкова на самом деле мне нравилось только ты. И даже твоя душа, до которой ты допустила меня раза 3, через все препоны, да, вот. У Тилемана есть один момент такой, да, вот где вот и даже твоя душа, до которой ты допустила меня раза 3, да, вот у него один раз он допускает нас до своей души, то Фуртвенглер, он, вот его душа, вот она здесь, да, пожалуйста, бери, кто хочет, делай, что хочет. Вот такое впечатление, да. Такой вот какой-то колоссальной открытости, да, просто такой шокирующей, да, обнаженности. И, значит, ну вот в этой симфонии, да, действительно там все разворачивается постепенно, да, и вот это вот его кульминация, как, знаете, вот просто вот, ну, как рушится, вот, понимаете, просто стена вот какого-то, не знаю, Колизея, понимаете, рушится, вот, да, вот там вот эта кульминация, вот это как рушится Колизей, вот не знаю. И затем вот 4-я часть. И вот 4-я часть это море слез, это вот как раз вот эта вот похоронная процессия. Все, что можно как бы, да, про горе сказать, написать, представить, да. Все это делает Фуртвенглер. Вот. И опять же, да, нас там ждет еще один шок, еще одно потрясение в 4-й части. Перед последней самой кульминацией, вот тут он включает, знаете, вот у гепарда такое есть понятие рывок, да. Гепард, он же очень быстро бегает, это самое, по-моему, быстрое животное, но у него выносливость небольшая, поэтому он может где-то 30 секунд только преследовать свою жертву, да, но он достигает скорости там 120 км в час, вот невероятной скорости. И вот в последний момент, да, он делает рывок, гепард. То есть у него сила на исходе, да, еще несколько секунд, и он либо должен остановиться, либо его мозг перегреется, да, и он умрет. И в этот момент он делает такой смертельный рывок фактически. Да, в этот момент вот он должен сделать рывок, чтобы схватить добычу. Это такой смертельный момент у гепарда, так называемый рывок. Да. И вот перед последней кульминацией Фуртвенглер делает вот рывок, знаете, как вот гепарда. Сумасшедший совершенно рывок. Он включает вдруг свой интеллект, знаете. Вот он делает вот это сжатие стретто, да, то сжатие, на котором построена вообще вся интерпретация Тилемана, да, он его включает, вот этот рывок, только в последний момент. Только в последний момент, перед последней кульминацией, да. Вот, и это, конечно, такой абсолютно потрясающий, шокирующий опыт переживания этой симфонии в исполнении Фуртвенглера. Вот, ссылочку я оставлю внизу, послушайте обязательно это исполнение Фуртвенглера, да, если вам удастся, да, сравните вот его исполнение с исполнением Петренко и Тилемана, да, с нашими современными лучшими дирижерами, современными исполнениями. Сравнение, конечно, так себе очень сложно, да, сравнивать, потому что слишком разные исходные, да, хотя это один и тот же оркестр, но с разницей в 70 лет. Почти в 70, 65 лет, да, где-то так. Вот. В общем, очень интересная история. Вот, я надеюсь, вам понравилось мое видео. Я оставлю ссылки все внизу. Пишите, что вы хотите еще услышать. Напишите мне, что вы думаете по поводу того, что я рассказала. Вот. И будем на связи. Пока-пока.